Добрый вечер, уважаемые коллеги, уважаемые друзья. Как всегда, воскресенье. Как всегда, проект Forex Times. Я Дэн Стрелков и уже традиционно приглашаю вас в комьюнити Forex Times, где вы найдете прогнозы по комплексному анализу, который включает в себя анализ опционных и фьючерсных контрактов Чикагской товарной биржи, также волновую теорию Ральфа Эллиота и данные американского брокера Оанда по действиям толпы. А вы знаете, что рынок в основном ходит против толпы и ходит по ожиданиям профессиональных участников самой крупной биржи в мире. Поэтому приходите в комьюнити, вы найдете и прогнозы, и торговые рекомендации, и чат, и обучение. Ну что ж, а сегодня уже традиционно 3 торговых инструмента у нас с вами. Евро-золото – это уже классика, и бонусом будет фунт. Самый перспективный, пожалуй, торговый инструмент. Но начнем, как всегда, с евро, и здесь у нас проблема. Я не могу отнести данный торговый инструмент к перспективным, прям очень перспективным торговым инструментам, но все-таки, если мы обратим внимание на данные комиссии по торговле товарными фьючерсами США, мы увидим уменьшение покупателей на 8%, что говорит нам о том, что, вероятно, мы увидим нисходящее движение. Но есть проблема, друзья. Уровень поддержки и уровень сопротивления находятся достаточно далеко от цены. Цена чуть ли не посередине находится. И в каком направлении рынок будет двигаться, я не могу прям вот сказать даже с вероятностью процентов 75. Однако, учитывая, что на уровне поддержки у нас все-таки наблюдается 12 034 контракта месячных пут, плюс вы видите крупное скопление чистых опционных контрактов здесь на миллиард, и здесь еще почти, даже не почти, а даже более полумиллиарда, на 1,5 миллиарда долларов мы видим скопление опционных контрактов put, то я делаю вывод, что в принципе продажи это хорошо. Но как мы будем продавать? Собственно, до уровня поддержки у нас в нисходящем направлении 300 пунктов, а до уровня сопротивления у нас 200 пунктов. Поэтому, друзья, есть два варианта развития событий. Либо все-таки подождать рост, я буду ждать именно рост, и только после этого продавать, потому что, вы знаете, я перестраховщик, я лучше перестрахуюсь лишний раз, чем получу несколько стоп-лоссов подряд, хотя, опять же таки, здесь, если выставить несколько ордеров со стоп-лоссом 100 пунктов, то у вас получится выставленных 3 ордера, но с потенциальной прибылью, скажем, минимум 3%, если вы будете рисковать 1% от баланса торгового счета, ну, 2%, значит, примерно 6% вы здесь сможете заработать. А в чем проблема падения? Я сейчас объясню. Если мы хотим, чтобы цена упала, нам бы вот здесь найти импульс, друзья. И вот импульс здесь просто никак не находится. Абсолютно никак он не хочет находиться, потому что здесь запросто находится двойной зигзаг WXY, после чего, вот если честно, я могу запросто еще попробовать накрутить начальный диагональный треугольник, который еще не образовался, но достаточно с большой вероятностью может образоваться, и после коррекции цена начнет расти. Поэтому вот почему проблема с падением, друзья. Вот только в этом проблема. Если бы здесь можно было накрутить импульс, я бы продавал с широко закрытыми глазами быстрее крика своего, поверьте мне. Но без импульса ну никак. А вот если у нас коррекция, то что у нас с коррекцией может начинаться? Только диагональный треугольник. Но до диагонального треугольника не хватает еще 3 волн. Поэтому я просто не могу вам сказать, а давайте продавать, а вдруг образуется начальный диагональный треугольник, а вдруг не образуется на самом деле. Поэтому нет, то, что продажи это действительно хорошо, говорят нам 12 034 контракта и на 1,5 миллиарда долларов скопления опционных контрактов put.
Да, действительно, профессионалы на этом уровне, а это уровень у нас 1.1480, ожидают цену. Но как они ее там ожидают, никто не знает. Либо сразу, либо через рост. Я буду ждать рост и только после этого продавать, потому что мне по-прежнему, коллеги, нравится теория падения. А именно, у нас есть что-то очень напоминающее импульс, после чего А, Б, С коррекция и продолжение падения. Но в это падение, в это снижение нужно грамотно зайти. И зайти через импульс. В данный момент я импульса не вижу, поэтому я и говорю, что есть перспектива снижения, но как, пока не очень понятно. Золото. Ну, с золотом немножко полегче, по той простой причине, что профессионалы Чикаго решили нас прямо мордочкой ткнуть. А именно, мало того, что у нас по данным комиссии по торговле товарными фьючерсами увеличение покупателей на 1%, я думаю, вы прекрасно помните вот это скопление на 8 миллиардов долларов. Ну, я думаю, что вы видите новые опционные контракты еще на 1,5 миллиарда долларов. Это экспирация, друзья, если что, июльских или даже августовских контрактов. Сейчас посмотрим. Сразу экспирацию августа включу. Да, посмотрите, пожалуйста. 16 тысяч контрактов находятся на двух максимально близких уровнях. Это и есть вот эти 8 миллиардов долларов. 16 тысяч контрактов. Но вы хотя бы сами можете посмотреть, какие скопления контрактов в пут: 1590, 1824, там 2251 и 16 тысяч контрактов наверху. Это о чем-то говорит. Это во-первых. И во-вторых, как мы с вами туда пойдем? А пойдем мы с вами туда через импульс, друзья. Вот здесь импульс накрутить, в принципе, достаточно несложно в виде начального диагонального треугольника, причем волну 3 тут куда угодно можно поставить, или сюда, как кому нравится. Собственно, так, пардон, 3, 4, 5, собственно, начальный диагональный треугольник. И сейчас возникает только один вопрос. А коррекция уже закончилась вот здесь или нет? Первый вариант — коррекция закончилась, и мы начинаем покупать. И второй вариант — нет, еще не закончилась. Прошла только волна А, здесь у нас волна Б, потом еще волна С, и только после этого разворот. А так как это золото, то волатильность данного торгового инструмента вот хотя бы на одной волне вниз колоссальна. И если вы не знаете, что такое математика управления капиталом, кстати говоря, чему я обучаю в комьюнити, собственно, если вы не знаете, что такое математика управления капиталом и не умеете грамотно рассчитывать объем ордера, исходя из размера стоп-лосса и риска, процент от баланса торгового счета, то если вы купите и золото упадет еще на волне С, вам будет очень больно. Поэтому покупать можно. И вот, внимание, как буду делать это я, друзья. Дело в том, что есть достаточно большая вероятность, что уже прошла пятиволновая восходящая структура. Раз, два, три, четыре, пять. И в данный момент мы видим коррекцию, которая началась с импульса. Собственно, волна А у нас есть, коррекция волны Б. И нам не хватает еще волны С. После чего, внимание, я хочу увидеть импульс, который в обязательном порядке поглотит минимум волны А, и после коррекции к этому импульсу выставить отложенный ордер buy stop. Для чего я это делаю? Для того, что если я не прав и цена все-таки начнет рисовать импульсную волну С в коррекции АБЦ, то будет так: раз, два, три, четыре, пять, улетая вниз. Не будет вот этого импульса, друзья, восходящего. Не будет. А если он все-таки случится,
то с большой вероятностью цена уже будет разворачиваться вверх, а значит коррекция уже прошла. То есть вот здесь у нас импульс, а не коррекция для того, чтобы уйти вниз на большую волну С. Кстати говоря, а я не посмотрел недельные опционные контракты. Давайте с вами посмотрим. Ну, что ж, 908 контрактов наверху, в принципе, очень неплохое скопление. Тем более, что если посмотреть внизу, то ничего равновесного 908 контрактам нету. Поэтому смотрим исключительно вверх, и недельный прогноз так и будет звучать. Покупка в направлении уровня, ну, скажем, 4890. Это у нас уровень максимального открытого интереса, где в краткосрочной перспективе профессионалы будут входить в рынок фьючерсами на продажу, на коррекционную продажу. А глобальная идея, собственно, заключается в росте торгового инструмента в направлении уровня 5000 и 5500. Поэтому можете запомнить 5000, 5500. Золото рассматриваем на покупку. Но, друзья, еще раз подчеркиваю, математика управления капиталом и использование волновых паттернов для входа в рынок. Может быть, вы пользуетесь какими-нибудь другими паттернами, пожалуйста. Их существует тысячи этих паттернов. Я думаю, что можно со всего интернета, ну ладно, может быть не тысячу, но там 6-7 сотен паттернов можно насобирать. Поэтому, может быть, у вас есть какие-то свои секретные паттерны, пожалуйста, пользуйтесь чем угодно, лишь бы только не вслепую просто входить любым объемом, ура, а вдруг цена пойдет вверх, а вдруг она пойдет вниз. В общем, золото – перспективный торговый инструмент для покупок. И фунт, друзья, ну здесь просто сказка. Профессионалы решили долго нас не мучить, накинули нам на июньскую экспирацию 7862 контракта, плюс еще накинули более чем на 600 миллионов американских долларов опционных контрактов пут, учитывая то, что наверху нет ничего. Поэтому фунт рассматриваем на продажу. Перспектива, минимальная перспектива, собственно, 220-230 пунктов от текущей цены. А в принципе есть момент такой, что, внимание, друзья, здесь есть три варианта развития событий. Первый вариант – это, так, раз, два, три, это так, раз, начальный диагональный треугольник, прошу прощения, который еще не закончился, скорее всего, после чего коррекция и рост. Можно попробовать забрать эту коррекцию. 7862 контракта говорят не только о том, что профессионалы Чикаго ожидают падения к этому уровню, это говорит еще о том, что на этом уровне будут огромные объемы фьючерсных контрактов на покупку. Лучшие из лучших хотят покупать. Это вариант номер один. Вариант номер два. Никто не отменял треугольник. А почему бы, собственно, и нет? А, Б, С... прошу прощения, треугольник не так. А вот такой вот, да. Собственно, здесь уже треугольник закончился. Вынос вверх, но в таком случае это импульс. После чего коррекция и вновь, как я уже говорю, профессионалы хотят покупать. Но коррекцию можно взять. Я обычно, и вы прекрасно знаете, я обычно говорю, что коррекции не торгуются. Но в данном случае настолько очевидный уровень целевой плюс уровень сопротивления в виде максимального открытого интереса по месячным опционным контрактам call находится ниже цены. А вы знаете, вот когда у нас находится ниже цены, например, вот по канадцу мы в очередной раз отработали уровень. Вот у нас уровень поддержки, после его пробития ценой находился выше цены. И мы его прекрасным образом отработали. То же самое, как я могу показать не единожды, как работали уровни. Вот это уровень сопротивления, видите? Он находится ниже цены. Цена идет его тестировать. Вот еще его тест. Вот уровень поддержки. Профессионалы переписывают свои ожидания вверх. То есть уровень поддержки, он же внизу должен быть, цену поддерживать. Вот как в этом случае, например.
Или вот как в этом случае, но если его переписывают вверх, значит ожидают его теста. То же самое в этом случае, то же самое вот здесь произошло у нас. Вот, но канадца сегодня нету, я вам просто пример показываю. Я этих примеров могу показывать по каждому торговому инструменту, сколько там, в год бывает таких ситуаций примерно две-три. Вот две-три такие ситуации, представьте, вы на самом деле сами можете зайти на сайт Чикагской товарной биржи и просто отслеживать уровни максимального интереса открытого и видеть, когда эти уровни находятся не там, где им необходимо быть. Когда уровень сопротивления вдруг становится ниже цены, либо уровень поддержки выше цены, вы просто пробуйте работать с этими уровнями, и будет вам счастье на самом деле. Причем, да, вам вообще никто не нужен. Ни я, ни какие-то прогнозы, ни за что платить. Вам достаточно уровня максимального открытого интереса, они бесплатно публикуются на Чикаго. И, например, посмотреть, как ведет себя толпа. А это данные брокера Оанда на сайте брокера непосредственно Оанда. Эти данные публикуются бесплатно. Вот. Поэтому на самом деле вы прекрасно понимаете, рынок в основном ходит против толпы. Особенно если, например, покупателей 70%, а продавцов 30%, то любой рост необходимо расценивать как коррекцию. И потом продажи. Потому что если толпа 70% покупает, рынок только ржать будет с этого. Ха-ха, сейчас, конечно, вырасту я вам. Не вырастет ни в жизни, поверьте мне. Только если на каких-то макроэкономических данных, которые абсолютно не соответствовали прогнозам. Вот тогда, конечно же, например, Банк Австралии прогноз, процентная ставка останется на месте, вдруг берут и поднимают ее резко. И потом комментарии такие, что в связи с увеличением инфляции мы можем еще раз ее поднять. Да, там, конечно, рынок может даже уйти в сторону толпы. Но я думаю, что потом достаточно быстро будет корректироваться, чтобы все-таки деньги не отдавать толпе. Лучше деньги отдать меньшинству и забрать у большинства. Ну что ж, ладно, что-то я тут немножко от темы отдалился. Друзья, данный торговый инструмент, еще раз... Да, третий вариант, прошу прощения. И третий вариант у нас связан с падением в рамках канала А, Б, С. Ну, этот вариант пока не актуален, потому что вот это огромное количество контрактов, будем смотреть, как цена будет подбираться к этому уровню. Потому как если будет подбираться через импульс, а мы начали как раз падение с импульса, вот если по евро я вам говорил, что хорошо бы продавать, но у нас нету импульса, ну совершенно нету, то по фунту, да, действительно, мы начали уже с импульса, и максимум обновлен не был еще. Поэтому запросто это может быть волна 1, здесь волна 2, и пойти цена может запросто просто вниз. Элементарным образом. Здесь можно все, что угодно накрутить, вплоть до треугольника АБЦ, волна 1, 2, начальная диагональ. Все, что угодно можно придумывать, но не надо придумывать. Надо работать по факту. Вот если бы здесь было не 7 тысяч контрактов, а 20 тысяч контрактов, я бы вам сказал, что можете продавать, просто наплевав вообще на все правила абсолютно. Но все-таки 7 тысяч контрактов это не 20. Это не так, как у нас иногда бывает. По евро, например, 2 года назад у нас возникло 4 миллиарда, вот просто на одном уровне 4 миллиарда долларов опционных контрактов call. Я тогда прекрасно помню, сказал, покупайте, наплевав на все правила. Просто покупайте, как вам хочется. И цена в течение 2-3 недель ворвалась в эти 4 миллиарда, потому что 4 миллиарда – это мамма мия. Я бы вам сейчас мог показать и другие торговые инструменты, но у нас с вами 3 торговых инструмента. Сегодня же мы в комьюнити Forex Times обсудили все торговые инструменты, и у нас 4 потенциально очень хороших торговых инструмента на ближайшие 1-2 недели. А сегодня мы с вами рассмотрели евро, который, да, действительно очень хорошо продавать, но я пока не понимаю как. Я по факту не вижу фигуру,
с помощью которой импульсную фигуру нисходящую, с помощью которой можно было бы продавать. Золото, прошу прощения, золото на покупку прекрасно, но есть вариант с тем, что еще образуется одна волна вниз. Но я вам рассказал, как сделать так, чтобы себя обезопасить от того, как минимум постараться себя застраховать от получения большого стоп-лосса. А вот фунт мне очень нравится, уровень 1.34. Шикарный уровень. Считаю, что этот уровень в ближайшую неделю-две мы с вами увидим. Вот, друзья, надеюсь, сегодняшняя лекция вам принесет прибыль, что она вам понравилась. Еще раз напоминаю, меня зовут Дэн Стрелков, проект Forex Times. И, как всегда, уже тоже традиционно в самом окончании лекции приглашаю вас в комьюнити. Присоединяйтесь, никогда об этом не пожалеете. А на сегодня все. Всем классного вечера и всем пока-пока.